Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео мы с вами свяжем такую модную шапку с такой красивой макушкой, которая называется Ванесса. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Шапку я буду вязать из пряжи бренда Lanagato Maxi Soft, итальянской пряжи. Колор получается 13277. В 50 граммах 90 метров. Рекомендованы здесь спицы номер 6, но я считаю, что это очень крупно. У меня 3,5 круговые спицы 40 сантиметров. Так, приступаем. Давайте посмотрим на расчет. Диаметр головы у меня 56 сантиметров. Я связала образец из 18 петель, он составил 7 сантиметров. Я всегда рекомендую вязать образец, чтобы понимать, какая у вас плотность вязания и растяжимость пряжи, да? В общем, мой образец из 18 петель составил 7 сантиметров. У вас может быть любое другое, да, измерение. Как же найти x, который нам нужен на 56 сантиметров? Обычная математическая формула. Мы 18 умножаем на 56 и делим на 7. Получилось у меня 144 петли. И я еще вычла 15% на растяжение. В итоге у меня получилось 122 петли. Я набираю 123 петли, то есть плюс 1, для того, чтобы соединить в кольцо. И в конце, конечно, у меня получится 122 петли. Набираем 123 петли. Я набрала 123 петли, а теперь соединяем это в кольцо. С левой спицы снимаю петелечку на правую, с правой поддеваю вторую петлю, аккуратненько поддеваю. И теперь мне нужно, так, поддела, вот эту первую протащить через вторую, да? Так, сейчас вот так вот мы сделаем. Подтяну кончики, протянуть. Все, я протянула, кончики подтягиваю, эту петельку снимаю, а эту одеваю. Все кончики подтянули. Вот таким прекрасным способом мы соединили наше вязание в кольцо. Далее вязание поворачиваем на 180 градусов и перекидываем ниточку назад. Теперь вяжем узором резинка. Но здесь смотрите, один момент. Вот смотрите, лицевую мы провязываем за заднюю стенку, как обычную лицевую. Но так как мы вяжем шапочку с отворотом, нам нужно изнаночную вязать за заднюю стенку. То есть не за переднюю, как мы привыкли, а за заднюю. Первый ряд это будет сделать сложновато, поддевать, потому что я петли набирала на одинарную спицу. Петелечку и протягиваете. И тогда у вас и лицо, и изнанка будет одинаковые. И когда вы сделаете отворот на своей шапке, это будет смотреться очень-очень красиво. Я говорю, первый ряд будет немного сложноват, но ничего. Хотите, чтобы было красивое вязание, немного постарайтесь. А дальше будет все просто. Вяжите ту длину, которая вам необходима. Я связала шапку той длины, которая мне нужна. У меня получилось, давайте посмотрим, 23, вот где-то 23,5, ну 23 будем брать сантиметра. Вы вяжите той длины, которая вам нужна. Смотрите, у меня шапка будет с отворотом. Если вдруг вы отворот будете делать, например, большой, да, то и, соответственно, длина шапки должна у вас быть больше. Итак, я связала той длины, которая мне нужна, и отделила центральные петли. Я отделяю центральные 13 петель. Нам нужно, чтобы наши центральные петли начинались и заканчивались лицевыми петлями. Поэтому, если вдруг вы хотите, чтобы макушка была шире, отделяйте, например, 15-17 петель. Тогда убавление боковые нужно будет делать, например, через один ряд, потому что очень быстро у вас боковые петли убавятся, и макушка не будет такой большой. Я здесь 13 и здесь тоже 13 петель. Давайте покажу схематично, как же это все выглядит. Получается, вот у нас шапочка. Всего у меня 122 петли. Я выделила сзади и впереди по 13 петель. Соответственно, на боковых частях у меня осталось по 48. Значит, 48 петель. Здесь и здесь 48. Я буду убавлять по 4 петли в каждом ряду. То есть здесь будет вот убавка, и здесь в каждом ряду будет убавка. И как только все петли с боковых частей у меня убавятся, мы будем сшивать макушку. Итак, давайте приступим.
Итак, мы начинаем убавление. Смотрите, до маркера у меня осталась одна петелька изнаночная. Я ее снимаю на правую спицу, маркер убираем. И левую тоже снимаю. Нам сейчас эти петли нужно поменять местами. То есть изнаночную я подхватываю, лицевую снимаю, смотрите, не потерять, чтобы. Ее разворачиваю, вот так вот, одеваю, смотрите, чтобы она передом смотрела на вязание. И провязываем 2 петельки лицевой за заднюю стенку. Провязали. Видите, у нас как бы эта петля на лицо. Дальше вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая, все 13 петель центральных провязываем. Так же, как мы вязали все вязание. Так. Вот, дошли до маркера, то есть это лицевая петля, которая будет образовывать нам рисунок. Мы ее снимаем. Маркер сняли. Эту петлю, видите, она вот немножко развернутая. Ее нужно вот так вот развернуть, чтобы она передом смотрела на нас. Теперь изнаночную мы провязываем. Сняли с левой спицы. И теперь нам нужно вот эту вот лицевую, которая перед, последняя, да, которая у нас была, ее протянуть через эту изнаночную. Вот так. И у нас получился наклон петли. И видите, она также центральная, так, как и вот это, да. Вот сейчас пока этого не видно, маркеры можно опять поставить на эти центральные петли, потому что, чтобы вы не потерялись. А дальше, когда вы сделаете уже 2 убавления, это все будет замечательно видно. Дальше вяжем до следующего маркера по рисунку, оставляя одну петелечку до маркера, одну изнаночную петлю. Да? Но сейчас у нас изнаночная, потом будут разные петельки, лицевые, изнаночные. Довязываем до маркера. Я довязала до маркера, вот оставила одну петелечку. Я ее снимаю за заднюю стенку на правую спицу, убираю маркер. Теперь также эту лицевую перенимаю на правую спицу, изнаночную снимаю и меняю их местами, чтобы нам сделать наклон. Аккуратненько поменяла. Так развернула петельки и за заднюю стенку провязываю лицевой. Провязала. Вот он наклончик. Опять вяжем по рисунку наши 13 петелечек до убавления в следующей петли. Итак, мы с вами уже провяжем первый ряд, убавив 4 петельки. Провязываем центральные петли. 13 у меня. Вот она, лицевая. Я ее снимаю, убираю маркер, провязываю изнаночную за заднюю стенку и левой спицей протягиваю через эту лицевую перед ней. Вот так. Также вяжем до следующего маркера. Вот мы с вами убавили до 4 петли. В каждом ряду мы будем убавлять по 4 петли. Провязываем столько рядов, пока у вас не убавятся все боковые части, все боковые петли. Останется 13 центральных петель спереди и центральные петли сзади. И встретимся, так, маркер я пока поставлю на место. Встретимся на этом моменте и будем нашу шапочку сшивать. Убавляем петли. Я запустила все петельки с боковой части. У меня на спицах осталось, в процессе вязания перешла на чулочные спицы. Осталось по 13 петелек. Так, сейчас я нить обрезала и вдела иголочку. Сейчас мы будем нашу макушечку сшивать. Сшиваю я таким способом, то есть у меня, смотрите, нитка со спицы, которая дальше от меня. Я снизу вверх вдеваю первую петелечку на спицу, которая ближе ко мне. Вдеваю и протягиваю. Снимаем эту петельку со спицы. Далее вводим в эту петельку, которая на противоположной спице, снизу вверх. Ищем петелечку, вот она, которую мы сняли, предыдущую, сверху вниз ее поддеваем, вот так, а снизу вверх снимаем со спицы. Таким способом нужно, так видите, плотненько тогда получается.
Опять сверху вниз поддеваем ту петлю, которую сняли предыдущую. Вот она у меня. Поддеваю ее сверху вниз, а снизу вверх снимаю со спицы. Так. Здесь сверху вниз поддеваю ту петлю, которую я уже сняла раньше, а снизу вверх со спиц. И так нужно снять все петелечки и закрыть нашу макушечку. Смотрите, какая аккуратненькая макушечка тогда получается. Вот такая классная шапочка с интересной модной макушкой у меня получилась. В готовом виде 30 сантиметров. Сейчас проведу ВТО и, конечно же, примерю. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!